Посмотрим. Да, только высшие силы знают, сколько будет длиться консультация. То есть человек предполагает, а Бог располагает. Но обычно на консультации есть суть и форма. И есть даже такое выражение: надо соблюсти формальности. И я их соблюдаю. Они вторичные, они как бы не являются важными. Но какие для меня формальности? Если это консультация по карте рождения, я спрашиваю: а вы родились такого-то числа, в такое-то время, в таком-то городе? И человек должен это подтвердить. Потому что пока до меня дошла его карта рождения, могли быть какие-то искажения, я буду смотреть не его карту рождения. Это первая формальность. Вторая формальность: я как бы проверяю, что человеку действительно нужна консультация. Вот. И это более серьезная формальность, она даже уже переходит к сути, потому что люди часто приходят на консультацию не чтобы проконсультироваться. То есть люди приходят на консультацию, когда консультация им не нужна. И это несложно проверить, поэтому я сейчас это сделаю кратко. То есть у вас есть какая-то проблема, которую нужно решить, и это реально проблема. Но, может быть, слово «проблема» очень категоричное и жесткое, и особенно все говорят: нет, у меня никаких проблем нет, у меня все хорошо, жизнь прекрасна, мир идеален. Я говорю: ну хорошо, есть вопросы, которые требуют ответа, и есть ситуации, которые требуют разрешения. Да, вот. Первое, что мешает людям проконсультироваться, это то, что они хотят позитивного мышления, говорят, что проблем нет, вопросов нет, все прекрасно, нужно просто еще чуть-чуть улучшить, то есть чуть-чуть сделать более идеальным. И им консультация не нужна, она им не поможет. Вторая причина: люди приходят на консультацию из любопытства. Вот, допустим, женщина спрашивает: а в каком году я поменяю работу? Я говорю: это проблема? Она говорит: нет, мне просто интересно. Я говорю: ну, есть большое количество других специалистов, которые дают очень интересные консультации. Идите к ним. То есть, если это вопрос интереса, любопытства. Вот. Поэтому у нас есть проблема. И третье, что я говорю в начале консультации: вот если вы пришли бы к врачу, вы бы ему сказали, что и сплю я плохо, и ем я плохо, и спина болит, и сил не хватает, и энергии не хватает, там, и гибкости. И, вот. И сразу мы на врача вываливаем очень много проблем реальных со здоровьем. Не хватает сил или что-то мешает. И при этом все мы как бы одновременно говорим. И тогда врач спрашивает: а на что вы жалуетесь больше всего? Какой вас вопрос интересует, беспокоит, даже не интересует, а беспокоит больше всего. И поэтому, да, у вас ситуация многообразна, есть различные проявления. И теперь мы приходим к самому главному. Начинать нужно консультацию с самого главного. Что нужно прежде всего решить? То есть, что нужно убрать, то, что мешает больше всего в жизни. Или что нужно добавить, или искать это, если нам в жизни чего-то не хватает. То есть, что самое главное нужно в жизни убрать, или что самое главное в жизни нужно добавить. Вот такая вещь, которую я обязательно спрашиваю на консультациях. Если человек говорит, что я не знаю, вы пока мне что-то там рассказываете по карте, а возможно оно созреет. Нет. Тогда вы не созрели, приходите в следующий раз. Поэтому вы можете сказать, что вас беспокоит в жизни больше всего, как вот у врача. Отлично. Ну, сейчас вот посмотрим, да, задержки. Ну так, может быть, надо просто позже ожидать. То есть я тоже говорю, что может быть это не проблема. То есть я думал, что я напишу программу за день, а написал за 3 дня. У меня задержка. Ну просто правильно оцени, добавляй в 3 раза больше сроков, которые ты ожидаешь на исполнение. Вот. Да. Да. Вот. А почему это проблема? Может быть, так и должно быть. Но это опять же очень тонкий момент. А откуда я знаю, что я должен делать? То есть, допустим, я хочу написать 9 программ, а написал только 3. Так может быть это не проблема, может быть 3 достаточно? То есть задержки, все получается медленно. Но я не говорю, что нужно принять жизнь такой, как есть, как-то смириться с ситуацией, подстроиться. То есть у других быстрее, так, значит я сравниваю себя с другими. Раньше получалось быстрее, но в разные периоды жизни у меня будет разная эффективность и разная поддержка окружения, либо сопротивление окружения. То есть я сейчас скажу, что вот это может быть не поможет, но это реальность, это правда. Сейчас у вас такой период жизни, когда внешнее окружение скорее не помогает вам, а устраивает вам испытания, вам сопротивляется, проверяет вас на стойкость, на терпение, на настойчивость, на упорство. И вот ваша такая задача в ближайшие годы быть более терпеливым, более настойчивым, более упорным. И вот в этот период жизни, пока он не закончится, у вас будет все получаться медленно.
Это не просто как бы типичный совет. Ну, примите так, как оно есть. Нет, это объяснение причин. Сейчас сила, которая вас поддерживала, давала вам легкость в жизни, как еще назвать, перспективы, возможности. Ну, даже легкое слово какое-то, оно легкомысленное. Как это сказать правильно? Когда вот я делаю все правильно, у меня получается с первого раза. Простоту. Она давала простоту и в какой-то мере легкость. И теперь эта сила говорит, что все было прекрасно, там, скажем, 16 лет. Вот теперь я ухожу со сцены, вместо меня придет другая сила в жизни. Вот, и она не будет давать легкость, свободу, простоту, как вот это вот ощущение, что раз и все получается. Теперь этого не будет, пока не придет какая-то другая ситуация. И пришла другая сила, которая будет вас проверять на терпение. И это период жизни. Нужно быть терпеливым, и это не задержки. Может быть, просто раньше получалось в 3 раза быстрее, чем нужно. А теперь, так как оно должно быть, так как оно будет в ближайшие годы, и, возможно, это будет много лет. То есть, ну, конечно, целых 19 лет во время этого периода не будет такого, но ближайшие годы, там, скажем, до 2021 года, будет вот такая ситуация. Это не задержки, это вот началась нормальная жизнь. Это до этого все было легко. Да, и моя шутка про зубы тоже не совсем шутка, она имеет большой смысл. То есть теперь я вошел в нормальный ритм. Ну, как бы не то, что нормальный ритм. Я теперь вошел в реальную взрослую жизнь, где все будет не просто, не легко, не свободно. Теперь нужно будет, ну, не напрячься, а как-то сказать, быть стойким, быть настойчивым, быть терпеливым. Вот. И понимая, что теперь у меня ресурсы в 3 раза уменьшены, я напишу не 9, программа 3. Надо выбрать из 9 3 самых главных. Вот. Но если у меня будут дополнительные критерии, точнее не критерии, а факторы, уже их говорить или нужно обсудить вот этот вот... Да. Угу. Я начал отказываться, отказался от пару хобби, тоже продал все вещи, связанные с ними. И в проектах я убрал, я и людей, наверное, лишних убрал, хотя, наверное, звучит плохо убрать людей, но так или иначе... Ну, чуть-чуть подальше их отодвинул. Не убрал, подальше чуть отодвинул. Концентрирует. Ну, чтобы это было как бы не обидно, даже, может быть, это показаться неприятным. Так что теперь, я буду теперь всю жизнь мучиться или ближайшие там 15-20 лет? Нет. Просто вот выходил на поезд в последнюю минуту и успевал. И это было долго. Я обещал, не подумавши, и мне везло. Ну, даже везение какое-то, можно назвать это везло, но это не совсем везло, как бы я имел поддержку высших сил, я имел поддержку природы. Вот. Я мог себе позволить сидеть до последнего, и потом в последний момент раз, и успевать на самолет или на автобус. И если это получалось некоторое время, я к этому привыкаю и думаю, так и должно быть, это естественно, людям должно вести. Я могу выйти в последний момент и успеть, куда мне нужно. Вот. А теперь нужно как бы сказать, что это было в другой жизни, это был определенный период моей жизни, мне показали, как бывает легко. А теперь мне показывают, как бывает тяжело. И теперь я выхожу на поезд заранее, там, с запасом, и сижу, жду потом на вокзале этого поезда. То же самое назначаю встречу и приезжаю заранее, там, за 15 минут. И 15 минут занимаю чем-то. То есть теперь нужно делать какие-то, ну, все время, как назовем, упреждения, запасы, как это еще правильно назвать, более тщательно ко всему готовиться, более тщательно всему готовиться. Вот. Но это еще как бы не главный момент. Это просто я рассказываю, как вот если я привыкал всегда успевать, то теперь я должен тщательно это продумывать, быть более взвешенным, более рассудительным. Эта сила требует рассудительности, а не спонтанности, легкости, уверенности в своих знаниях, в принципах, в какой-то мере, ну, может быть, в везении. Вот. Теперь от меня требует рассудительности. И если я ее добавлю, я буду меньше обещать, понимать, что я меньше буду успевать. Я буду отмечать или как-то отрезать, планировать в 3 раза больше времени на все. И тогда я не буду удивлен, что я думал, что еще и время останется, а я еле-еле успел. Вот. Но это еще не самое главное, это как бы вот как с этим бороться. Как бороться. Так что теперь мне делать? Тщательно подготавливаться, не спешить, планировать и делать себе везде запасы по времени, особенно в контексте времени.
Да, но это теперь нужно все сделать еще. Вот вы всегда были подготовлены, а теперь тратьте на свою подготовку в 3 раза больше ресурсов, времени и сил. То есть будьте в 3 раза более подготовлены. Вы почти никогда не опаздывали, но теперь ситуация усложнится, и вы начнете опаздывать. Поэтому, если вы не опаздывали, потому что вы заранее выезжали, выезжайте еще заранее. Вот, так что то, что вы были организованы, дисциплинированы, это хорошо, но от вас потребуют, если вы таким были, от вас потребуют и еще больше дисциплины. Да. Могли. Подобрали таких, как вы и подобных, и для нас подобных сделали это, чтобы нас еще больше ограничить и сделать осторожнее и осмотрительнее. Вот. Очень хороший способ делать людей более осторожными и осмотрительными. Вот. Но при этом не терять здравого смысла и не поддаваться тому, что все рекомендуют, и те, что делают. То есть мы становимся более осмотрительными, осторожными, но не поддаемся общей тенденции. А теперь вот, да, действительно, эта сила, она связана с тем, что не я сам себя испытываю на терпение, не я сам себе ставлю задачи, которые требуют настойчивости и трудолюбия. Это мне будет ставить окружение. И поэтому, да, будет такое ощущение, что вот весь мир хочет меня испытать на прочность. Все люди хотят меня проверить на стойкость. И это внешние обстоятельства требуют от меня терпения, настойчивости и упорства. Но дело в том, что фактически все это, все это закономерно. Вот. И чтобы вот это вот найти самый главный ключ, самое главное понимание, благодаря которому я смогу эту ситуацию не только легче переживать, а принимать в ней правильные решения. Вот если у меня уменьшается что-то по количеству, да, вот раньше вы успевали много, теперь успеваете мало, теперь вам нужно делать очень сложный выбор. Теперь я знаю, что я сделаю в 3 раза меньше, а что из этого всего мне выбрать? И тогда у вас возникает такой критерий, такая мера. Что из этого самое важное? Что из этого имеет наибольший смысл? В чем из том, что я раньше делал, меньше ценностей, и я это немного отодвину, когда придут лучшие времена? И в чем больше ценностей? Вот. И есть такой очень важный вопрос, как мы назовем, ключевой вопрос. Золотой вопрос. Вопрос-мантра. А ради чего все это? Вот как неправильно. Это вот как Протос говорил. А почему вы деретесь на дуэли? Я дерусь, потому что я дерусь. Почему вы пишете программы? Я программист, а что мне еще делать? Я пишу программы. А ради чего все это? Может быть, и не нужно эти программы писать. Может быть, эти программы сеют зло и портят жизнь людей. Вот. Может быть, не надо было создавать социальные сети и какую-то из них. Может быть, под видом добра нам принесли зло, опасность, трагедию. Вот. Поэтому каждый раз, когда я собрался написать какое-то свое количество программ или сделать количество своих дел, запустить какое-то количество проектов, я это сужаю до минимума. Как минимум уменьшаю в 3 раза. Вот. Нахожу критерий ценное, неценное, важное, неважное, стоящее, не стоящее. Но даже из того, что осталось, такое, уже назовем, малая часть, самое важное, наиценнейшее, самое приоритетное. Я спрашиваю себя, ради чего я это делаю? Кому это нужно по большому счету? Ни мне, ни покупателю, ни заказчику, ни социуму, каким-то так сложилось, мы это делали всегда, как-то так уже получилось, я этим занимаюсь. Нет, кому это нужно по большому счету? Часто говорят, что ради чего все это? Вот. И если вы по этому критерию проверили то, что вы делаете, и у вас задержки преследуют, то вы понимаете, это важно, это ради великой цели. Есть задержки, нет задержки, это мой долг это делать, я должен это делать, и я это делаю. И тут не вопрос, почему так медленно, какая разница, как оно? Это нужно по большому счету, это ради чего-то важного, стоящего. То, что это медленнее, но все равно это делаю. Объясните на каких-то народных примерах или понятно? Есть еще очень много поговорок, пословиц, которые считают европейскими, итальянскими, французскими. Делай, что должен, и будет то, что будет. Медленнее будет, быстрее, легче, сложнее, но будет то, что будет. Главное, что я делал то, что должен. И вот эта сила вас будет проверять 19 лет, делаете вы то, что должны, или делаете то, что вы не должны. И если вы делаете то, что не должны, какая разница, это быстро или медленно? А если вы делаете то, что вы должны,
ну, значит, вы выполняете свой долг, и все равно, как бы, мы можем выбрать то, что мы делаем, это решение, но мы не можем выбрать результат или плод, который мы получим. Это от нас не зависит. Но нас просят не за полученный плод и за быстрый результат, а за то, что я принял правильное решение. Поэтому, если ваши решения правильные, тогда задержки, ну, немного усложняют ситуацию, оттягивают, уменьшают количественно, отдаляют, нервируют вас, например, проверяют вас на раздражение или, наоборот, дисциплинированность и стойкость. Вот. А если вы делаете все неправильно, то, опять же, какая разница, с задержками или без. Поэтому критерий: я все правильно делаю, я молодец, я выполняю свой долг. Это стоит того, так надо. Вот. И будет то, что будет. И не от меня это зависит. Высшие силы решили мне не давать. Это как вот этот камень, который кто-то там в гору тянет. Неважно, он затянет, не затянет. Его задача камень толкать в гору. Он толкает. А то, что долго и нудно, и скучно, печально, ну, такова мой долг. Полегчало? Да. Если это сила терпения, то каким мне нужно быть 19 лет? Если это сила терпения. То есть шани — это сила терпения. Это внимание, наблюдение, слежение, и там есть служение, и терпение. То есть мне нужно быть терпеливым в ближайшие годы. Как минимум, когда там не придет, может быть, шани шукра и станет приятнее. Трудолюбие, настойчивость, упорство. Да, главное не спутать его с упрямством. То есть если я упрямо делаю не то, что нужно, это не упорство, это упрямство. А если я упорно делаю то, что нужно, это упорство. Да, главное не забыть вот этот самый фундаментальный ключ. Ради чего я это делаю? Я должен это делать или нет? И должен как-то с большой буквы. Вот. Ну и вам хорошо, то есть я знаю же, как бы, что вы можете это по этому критерию проверить. А вы же представляете, что большинство людей говорят на консультации: а откуда я знаю, должен или нет? Или я вообще никому ничего не должен. Я так хочу, и я поэтому делаю. Или меня там заставляет кто-то это делать. То есть люди вот этот как бы очень простой, эффективный ключ, они часто не могут применить, потому что они не могут себя понять. А как узнать, что делать? Я говорю, ну проверьте, ради чего вы живете, и то, что вы делаете, помогает вам жить ради этого. То есть ваши программы помогают вам идти по вашему главному пути. А что, так у меня нет никакого пути. Тогда этот эффективный, мощный, золотой, как бы ключевой совет, он перестает работать. И что самое печальное, им вообще никак нельзя помочь. А другого-то и нет. То есть либо нужно знать, ради чего я живу, и тогда с помощью этого применить вот этот вот ключевой критерий, ключевую меру. Вот. Если человек говорит, что ну я просто живу, там, зарабатываю деньги, наслаждаюсь жизнью, зарабатываю, отдыхаю, там, коплю на ипотеку или на что там копят. Как мне по этому критерию проверить? И тогда все печально. И тогда джотиш кажется какой-то странной наукой, устаревшей до современной реальности, когда просто школа, институт, работа, там, свадьба, дети, Париж, пенсия, смерть. То есть в этой системе он как-то кажется не таким уж и эффективным. Но я вам опишу, как вы движетесь и почему меняется ваша вот эта вот оценка на противоположные. Как только вы опускаетесь вниз, ну, в землю, то есть практичность, материальность, ну, можно сказать, в таз, там, где все конкретно. Но это здорово, что все предсказуемо, там, государство даст работу, даст деньги, я не умру. Все хорошо, то есть я выживу, потому что обо мне позаботятся окружение. Доброе государство, да, и полиция, которая меня бережет. Но потом, как только я поднимаюсь над этой земли, там, где вот хлеба и зрелища, больше ничего не нужно, я думаю, а почему именно так? На основании каких ощущений это кто-то принял? Где в этом вдохновение? Где в этом познание, развитие? И где в этом смысл? И как только вот от этой земли вы поднимаетесь, вы понимаете, что ну, это все как-то странно, и почему это всех устраивает. Это вот даже типичные такие политические ситуации, люди говорят, ну был же кусок хлеба, ну мы ходили на завод, давали нам деньги, ну мы как-то жили там, собирали на что-то, ну что вам еще нужно? То есть почему вы не хотите как-то быть рады вот этому вот загону, или как это назвать? Ну, там, где мы живем, вот этой жизни. Вот. Потому что люди земные, они говорят, ну, вроде бы, с одной стороны, нормально, все как бы предсказуемо,
И чувствуется некоторая такая безопасность. Вот. Но и то она иллюзорная. То есть в этом никакой безопасности нет. Это иллюзия безопасности. Это иллюзия уверенности в завтрашнем дне. Государство создает иллюзию уверенности в завтрашнем дне, чтобы легче призывать людей выполнять свои правила и законы. Да, но это мы отвлеклись в философию. Давайте, значит, если мы вернемся к самым главным сути и форме в консультациях, то формально я подвел вас к самому главному запросу, то есть потребности, нужде. Я дал на него самый главный ответ как ключ, а потом мы проверяем его на разных ситуациях. И вот сейчас какое ощущение? Вот это самое главное, что вас беспокоило. Появилось ощущение ясности, понимания причин и главного меры или критерия, что теперь делать. Вопрос можем считать решенным хотя бы вот в настоящий момент. И главное состояние, мне стало ясно. Вот это ощущение ясности, это самый важный критерий проверить, найден ли ответ к этому вопросу или нет. Если ясность не полная, говорите, что еще не ясно, и мы его доработаем. Конечно. Да, вот более серьезное, более тяжелое испытание этой силы – это не отдаление результатов, задержки в результатах, препятствия в результатах, необходимость терпения и упорства в получении привычных результатов, а в том, что она перепроверяет на то, что вы сейчас сказали. И если люди не выбрали то, ради чего они живут, то им в периоды этой силы, грахи шани, как и в дашах, то есть в периодах жизни, периодах грах, так и в гачарах, в транзитах, им приходится очень тяжело. Они очень много теряют. Вот. И теряют только потому, что они не знают, ради чего они живут. Они теряют и близких людей, и очень ценные вещи, и теряют то, что им кажется родным, теряют очень много родных, близких как вещей, так и ощущений, и людей. Вот. И только потому, что они не знают, ради чего они живут. Те люди, которые как бы знают, ради чего они живут, но это не до конца прочувствовали, в этом не уверены, или не всегда это у них было глубоко, то эта сила их перепроверяет, и они вынуждены углубиться в это, то есть подтвердить это чем-то, более серьезно к этому относиться. Вот. Она проверяет, насколько серьезно человек это все заревел. Если он заявил слегка несерьезно, то ему лучше это еще более серьезно сказать, да, тогда я первоначально сказал, теперь я точно знаю, это серьезное мое заявление, я живу ради вот этого. И тогда все будет хорошо. Вот. А если эта проверка их покажет на несерьезные замерения, что они просто имитировали, что они знают, ради чего они живут, тогда им будет, конечно, не так плохо, как те, которые вообще живут бессмысленно, но будет все-таки испытание. И только небольшое количество людей, которые знают, ради чего живут, у них есть этот смысл, которому они полностью преданы. У них прекрасные вот эти 19 лет Махадаши Шани и остальные там Антардаши, у них прекрасные периоды, они получают отличные результаты, потому что он им дает трудолюбие, и они очень эффективны в это время. То есть если человек знает, ради чего он живет, эта сила не устраивает вот этих задержек и препятствий, они получают трудолюбие, усердие и очень много результатов вследствие этого. Поэтому будьте более серьезными в том, что вы выбрали. И проверяйте себя, насколько вы этому действительно верны, насколько вы чисты по отношению к этому. То есть эта сила, она сила в том числе преданности и верности. И она думает, надо проверить еще на эти качества человека. Честность, она близка еще к благородству, и поэтому в честности есть ощущение, как вот этого 4-го уровня карка, там, где у меня честь, шляхетность, благородство. И честность еще от слова честь, а это высшее качество благородства и сурьи. А эта сила, она показывает больше верность и преданность. А вот эта чистота и честь, это еще более сложное. То есть можно быть просто преданным и верным, а может быть очень чисто это делать, и это удел отдельных благородных людей. Я думаю, я к ним не отношусь, поэтому полной честности я от себя не ожидаю. Но хотя бы не изменять, не предавать, то эта сила, она проверит на преданность и верность. Период Ашани. Угу.
Ну, вообще это не совсем правильный путь, просто рассказывать человеку, если он никаких вопросов не задавал. То есть это опять будет больше похоже на удовлетворение любопытства и интереса, и причем, если я начинаю это рассказывать, то как бы я сам его и генерирую, и провоцирую. Но это нужно сделать как бы в другом формате, то есть вот эта сама суть этого периода жизни, как Махадаши Шани, она у всех людей одинаковая. Но есть некоторые же нюансы, люди по-разному это проживают. И поэтому это нужно добавить, как то, в какой окраске это будет происходить. Вот. И тогда будет уместно сказать то, что в вашей же конкретной карте это не просто период Шани, Махадаша Шани, то есть большой период 12 лет, а Шани у вас находится в хорошем расположении, то есть он сильный, он находится у себя на месте в контексте Раши. Вот. Поэтому вам это будет доступно, вы будете менее раздражаться за все этого, вы сможете правильно к этому относиться. И поэтому вы по тенденциям можете найти в себе вот этот источник силы терпения и ее проявить. Поэтому для вас это будет менее, ну как скажем, трудно, чем другим людям, большинству людей. То есть у Шани два своих Раши, 10 и 11 Макара и Кумбха. Если Шани находится у себя в Раши, он от этого себя чувствует гораздо лучше. Вот, и поэтому вы гораздо лучше можете найти в себе вот этот источник силы терпения и проявлять настойчивость и трудолюбие. Поэтому у вас это будет в более мягкой форме. Второе важно, где он находится, как в сфере жизни, то есть в какой бхаве. И поэтому в основном это будет связано с вот этими вот как бы проявлениями во внешней жизни человека. И у вас эта сфера жизни, то есть бхава, отвечает за то, как вы должны проявить себя вовне, будучи ну, как бы, тем, кто что-то создает, творит, тем, кто вдохновляет других людей, тем, кто может за собой повести, брать на себя ответственность. Ну, фактически это сфера, где вы должны чем-то загореться и других людей своим огнем зажигать, вдохновлять, одухотворять. Ну и в какой-то мере делать своими, может быть, последователями. И их за собой благодаря этому вести. Вот. И, во-первых, это будет как бы труднее, но мы сами понимаем, требует терпения, настойчивости, будут задержки. Но, тем не менее, вы можете там проявить вот это свое усердие и трудолюбие, и если вы это сделаете, у вас будут долговременные результаты. То есть, если вы найдете последователей, они будут долго за вами следовать. Если вы найдете свой источник горения, вдохновения, это будет надолго, это будет иметь долговременные результаты. Вот. Поэтому сначала это будет труднее, потребует работы и трудолюбия, про которые мы говорили. Но если вы это терпение проявите, то потом плоды, результаты будут долговременные. Это как вот, допустим, какие-то учителя легко находят учеников, но и легко теряют. А другие учителя с трудом находят учеников, с препятствиями, задержками, у них мало учеников. Но эти ученики уже как бы надолго, а может быть навсегда. Вот, то есть там, вы можете повести за собой немного людей. Ваши возможности к творчеству или горению не такие как бы яркие, но если вы это проявите, то это будет стабильно. Это стабильно. А постоянство – признак мастерства. Вот посмотрите, кого вы вдохновляете и чем вы горите, есть ли у вас последователи, ну, может быть, ученики, а может быть, люди, которые считают вас ценным в чем-то, у вас учатся желательно чему-то. Допустим, там у мужчин это могут быть дети, подмастерья, тех, кого он обучает, кому он передает то, чем он горит. Вот. И если в этой сфере тоже как бы есть некоторые недоработки, то в течение вот этого периода, особенно первой его части, первой его части, пока сам Шани действует, надо это обратить внимание. Немного это шутливо, но это все-таки правильно. Это вот мне моя бабушка говорила покойная, что «а как будут тебя вспоминать люди, которые ты уйдешь?» То есть что ты оставишь после себя, как что-то такое вдохновляющее других людей. Она даже какой-то там, не стихотворение, может быть, это в рифму говорила, какая-то такая крылатая рифмованная фраза. Вот. И действительно это важно, а что я оставлю после себя?
Вот. Если я оставил детей, то они мне благодарят как отца. Если оставил учеников, они мне благодарны, даже когда я ушел. Вот, допустим, Махариши Махеш-йоги прекрасный пример. Он как бы телом уже ушел, а его люди продолжают благодарить там и годы, и десятилетия. Поэтому нужно что-то после себя такое оставить. И именно в этой сфере будет главное проявление шани, как грахи, который отвечает за дашу, за ваш период жизни. Это ответственно, да, вы правы. Ну, надеюсь, это потому, что все понятно, да, потому что бывает либо ничего не понятно, либо все понятно. Ну, все понятно, да, то есть, если без деталей и личных аспектов, направление ясное, да. Ну, сначала начинается он просто шани, это шани в чистом виде. И это такая, как бы, самая резкая трансформация. То есть, его не было, или он был, как бы, совершенно на вторых ролях, и теперь он приходит концентрированное. Поэтому начало Махадаши периода обычно ярко человеком проживается, как становится все по-другому. Как многие говорят, у меня началась другая жизнь. Вот. Потом будет период Шани Будха. Будха хорош в Шани тем вместе, что он тоже может быть организованным, систематичным, поддерживающим порядок, соблюдающим правила. Вот. И поэтому, если вот в первый период Шани, когда он действовал самостоятельно, не получилось сразу внести в свою жизнь дисциплину, то Будха этим помогает, как граха, отвечающая за формы, за правила, за, как назовем там, материализацию или оформление систематичности жизни. Там, распорядок дня, расписание, какие-нибудь чек-листы. Он добавит в это немного формальности, но поможет еще больше организоваться. Поэтому, в принципе, период тоже, больше помогающий, чем мешающий. Они оба как будут помощники, только Шани это великий помощник, как служитель, а Будха это такой как бы незрелый помощник. Как вот ребенок, который хочет помочь, но еще не совсем умеет. Но тоже у него есть желание помочь. И вместе они сочетаются как две грахи, которые помогают организации и дисциплине. Одна по сути, другая в виде правил и их соблюдения. Он будет по конец этого года. Вот. Потом будет Шани Кету. Это немного странный период. То есть Кету такая как бы непонятная, смутная граха. Хотя Шани называют как бы темной, но он однозначный, прямолинейный, конкретный. Вот. Поэтому станет менее понятно, что происходит. Будут возникать какие-то мистические ситуации, неясные события. И будет такое ощущение, что вот раньше были, как вы называете, задержки и препятствия, а теперь они стали непонятными. Они есть или их нет? В чем их причина? И станет все как бы немного более запутанным. Вот. И особенно если касается чего-то конкретного, ясного, однозначного, как назовем, внешнего и видного. А вот для внутренней работы, получения какого-то внутреннего опыта, может быть, мистического, духовного, в виде каких-то медитаций, это будет период очень хороший. И Шани может дать терпение и настойчивость в практике, а Кету может дать глубокий внутренний опыт. Может быть, мистический, может быть, какой-то, как назовем, эзотерический опыт. Вот. Но в жизни будет больше странных, непонятных событий, неожиданных событий, необъяснимых событий и смутных ощущений. Возможно, из прошлого пройдут какие-то напоминания. Вот. Поэтому в это время нужно быть более осторожным, особенно в том, что требует ясности, очевидности, однозначности, конкретики. Но для внутренней работы и для практик это хороший период. И потом, наконец-то, будет Шани Шукра. В принципе, сами по себе они довольно противоречивые грахи, но Шукра принесет больше воды, вкуса, спокойствия, приятности, расслабленности и немного снимет вот эту вот необходимость быть сконцентрированным, сосредоточенным, дисциплинированным, организованным, и будет такой некоторый отдых. С января по июль 2021 года можно будет немного расслабиться и передохнуть. Вот эти вот, не прогнозы, они очень неэффективны. То есть вот и мне давали такие прогнозы, и я даю, и потом, как это использовать? Я сам почувствую, что я там немного напрягся. Я сам увижу, что события таинственные, мистические. Человек это сам увидит. И поэтому, если нет конкретного вопроса, а что делать, в какой период лучше начать проект, или там, когда лучше вступить в отношения, уйти из отношений. Если нет конкретного вопроса, то описание периодов может быть не в попад.
То есть я описываю, что у вас будет там с телесным опытом, а вас интересует там бизнес или отношения. Понимаете? То есть, Хорошо. Я понимаю, сейчас у меня да, начался. да, да. И Будха хорош для умения формулировать, выражать, подбирать нужные формы, очерчивать, описывать. То есть для того, чтобы заниматься любой, вот это как назовем, проектами, связанными с формами, с форматами, выражениями, там, словами, текстами, и социальная сеть — это очень формальная вещь. Да, очень не надо ждать шукру. Да, то есть да. Ну да, если мы пишем вкусно как шукра, но при этом мы не соблюдаем форматы, не умеем это правильно оформить, и если мы не знаем общепринятых правил, вот, тогда это вкусное, оно останется вкусным, но будет такое ощущение, ну куда это деть? То есть вот, когда показывают какой-то такой приятный, красивый, вкусный текст, любят, ну да, в принципе, это очень вкусно, но по формату не соответствует, и мы не найдем, куда это вставить. То есть нет ниши, нет ячейки. Это вкусно, но куда это вставить? И поэтому все-таки, если мы занимаемся социальной деятельностью, в том числе соцсетями, может быть, там, копирайтингом или подобными вещами, то есть там прежде всего нужно соблюдать форматы. Если это еще будет и вкусно, это даст плюса. Но просто красивые или философские, или какие-нибудь там мистические тексты, если они по формату не подходят, они говорят, что ну извини, но по форме не поймут. То есть не те времена сейчас не поймут. Вот. Поэтому все-таки, если мы занимаемся тем, что требует идеальности формы, тогда Будха лучшая граха, которая нам в это поможет. Сначала мы соблюдаем форматы, а потом еще учимся делать это вкусным, приятным, расслабляющим, может быть, там, веселым, комфортным, наслаждающим и так далее. Разобраться с хвостами из прошлого — это главная рекомендация для всех периодов кету. То есть, если что-то было, то, что тянется в прошлое, какой-то хвост, неотданный долг, незаконченное что-то, вот, там, с чем я не разобрался, вот, то с этим разобраться. То есть периоды кеты обязательно, но это и потребует от вас жизнь, вот, и нужно об этом обратить внимание. У меня как бы, иногда отрубить, иногда как бы почистить, иногда распутать, да, не. Мы сами потом должны, вот это сам процесс разбора, что-то мы рубаем, а что-то мы поддерживаем, заново запускаем, переделываем, или как-то там, как это называется, исправляем ошибки, делаем снова, переделываем. Вот не всегда мы рубим. Ну, больше на багаж, на следы, которые мы оставили в прошлом. Корни больше подразумевают вертикальное движение, а движение от кету позади до раху впереди — это горизонтальное. То есть мы больше обращаем на то, что позади. Следы, неразрешенные ситуации, вот там. Ну, я купил сервер, там висит программа, она и не работает, я за это плачу. То есть нужно или запустить, или перестать платить. То есть неразрешенная ситуация в прошлом. Это больше похоже не на корни, а на то, что требует нашего внимания и находится позади нас. Ну, может быть, это предки как корни, потому что предки позади. Там, может быть, я совершил какую-то ошибку, у меня совесть нечиста перед дедом, а дед уже оставил тело. Но нужно как-то перед его духом измениться и как-то что-то исправить ситуацию. То есть всякое же бывает. Надо посмотреть позади, все ли там у меня чисто. Да, и вот представьте, да, и чем раньше, тем лучше, потому что, допустим, мой отец уже оставил тело, и если я беру фотографии из его архива или архива его отца, моего деда, и кого-то там не знаю, а мне не у кого спросить. И я тогда жалею, что, может быть, там нужно было с отцом не этим заниматься, а вот разобраться с его предками, а какой был его дед, прадед, кто он был по профессии, кто он был по качествам, по сути. Вот. И иногда кажется, потом еще успеем, это не важно, а потом, когда эта ситуация уже ушла, мы можем сожалеть. Поэтому надо иметь вот этот, как бы, некоторый архив там на Google фото или Google диске, знать, кто где, и потом это не просто так, это ж не ради интереса, а потом, чтобы показывать своим детям. Вот, сын, смотри, вот это дед, это прадед, он был таким человеком, у него было такое имя. Там, может быть, дата рождения не имеет большого значения, но описать его по сути и по качествам будет прекрасно. Но все родственники большого значения не имеют. То есть главное предки. Это предки. Вот, а это конкретные. Вот в фильме же говорят там, клянусь не духом всех своих родственников, а клянусь духом предков. Вот, и если мы занимаемся какой-то практикой, хорошо вспоминать и благодарить своего отца, деда и прадеда, как минимум. Кету, вот как сразу нас перевел в другое состояние, да? Мы задумались о том, что позади нас.
Угу. Вот грахи живые силы, то есть называя ее, описывая ее суть и качество, мы ее пробуждаем и входим в ее состояние. Многие мне пишут в Ютубе, как почувствовать шани, как почувствовать кету. Ну а сейчас что мы делаем? Мы сейчас почувствовали кету, вот такой он, и к этому нас призывает, и такие у него свойства и качества. Это состояние, в котором мы сейчас находимся, если мы из него не вышли, его и описывает. Вот так их и чувствуют грахи, как высшие силы. Да. В чате все хорошо. Комментарии и ответы. У нас прекрасный час, там не задают вопросы, там отвечают. Как по действию грахи шани понять, что я должен делать или что делать правильно? Сам шани этого не говорит. Вот. То есть по действию шани, по аспектам, по состояниям он не говорит, и он не должен это делать. Он призывает нас к долгу. Вот есть законы предписывающие и запрещающие. Есть автомобильные знаки предписывающие и запрещающие. Шани — это запрещающие знаки. Это законы, которые говорят, что не надо делать. А что надо делать, говорит, я не знаю, это гуру. Это не ко мне. Поэтому это не надо, это плохо, это убери, это будет долго. Вот это не надо. А что надо? Это не ко мне, это к гуру. Поэтому он показывает, как не нужно, но он не показывает, как нужно, и это не его юрисдикция. То есть этим занимается гуру и сурья. Сурья, по большому счету, как долг, осознанность, суть, смысл, дух и свет. А гуру как знание всего этого. Как знание долга, знание смысла, знание сути, знание закона, всего остального. Вот, поэтому Шани говорит, что я просто знаю, что ты делаешь неправильно, и я тебя наказываю. Вот. Ты неправильно заплатил налоги, и тебе штраф. А как правильно? Говорит, это не ко мне. То есть это к гуру, это к судье. Но там действует юридический принцип, по-моему, он еще с древнего римского права, и не факт, что они его выдумали, а у кого-то взяли. То, что не запрещено, то разрешено. Поэтому ты можешь делать на дороге все, что не запрещено и знаками, и правилами, и твоим здравым смыслом. А другой человек скажет, что а что из этого делать? Да, они ставят тебе условия, показывают тебе границы возможного, показывают лимиты. А в нем ты можешь хранить все, что угодно. Вот, допустим, у меня жесткий диск 2 терабайта. А что там хранить? Диск говорит, это не ко мне. То есть у тебя размер 2 терабайта. А что? Я за это не отвечаю. Вот, поэтому мы должны понимать правильно роль шани. Вот, он показывает, куда не нужно. Он показывает, его часто описывают как тьма, как граница, как забор. И он ограничивает. А куда нужно? Вот, он поставил забор на территории, и за забор не нужно выходить. А где находиться внутри этой территории? Он говорит, я не знаю, я контролирую только забор. Граница. Это сила границ, ограничений, лимитов, пределов. Вот. И он ограничивает. И это правильно, потому что если его не было бы, нас бы разорвало, растянуло, мы бы стали безграничными и одновременно разряженными и исчезли бы. Он много чего делает полезного. Трение он создает, благодаря которому мы отталкиваемся от земли. Он держит нас в границах. Как это? Держите себя в рамках. Иначе, это будет... ужас. Вот он помогает нам держаться в рамках. Прекрасная граха. Мне вот сразу вспомнилась парность с одной стороны от, женской, да, то есть нечетной, непарной грахи шани находится гуру, и они парны противоположны. Но с другой стороны от шани находится мангала. Женский шани, мужской мангала. Парный четный шани, непарный четный мангала. И шани можно смотреть сразу везде. И видеть сразу все. Когда мы практиковали, особенно на первых курсах, как почувствовать шани, наблюдайте сразу за всеми изменениями. Ощущайте сразу все. Следите сразу за всем. А мангала смотрит во что-то одно. И это парная противоположность. Сконцентрировать сразу на всем – это шани. Как вот паук. Да? Как инспектор. И сконцентрироваться на чем-то одном. На мишени, на цели. Это огонь, это молния, это воин. И вот это вот мне вспомнилось, что куда ты смотришь, туда ты едешь. Мои дети занимаются боевыми искусствами, и вот я говорю, так смотри, куда ты бьешь. То есть, куда ты смотришь, туда ты и должен бить. Туда ты и попадешь. И неадекватно смотреть в одну сторону, а бить в другую. Вот, поэтому ехать нужно туда, куда ты смотришь. И бить нужно туда, что ты видишь. То есть, видеть надо мишень или цель. Да, грахи, будучи живыми силами, они дают нам ощущения живые. И мы подбираем какие-то живые слова, которые мы выражаем. И каждый раз будет приходить другое слово. Когда-нибудь мы скажем, что это сила границ, а когда-нибудь мы скажем, что это сила опоры или препятствия. И почему мне такое слово пришло? Так я живо это прочувствовал. По-настоящему, вживую, по-живому. Конечно. Тантра Джотиш
Ну да, есть такие как бы группы не очного, а заочного обучения по видеозаписям. Там разные группы, разные курсы. А бывает живое обучение, когда это не запись, а мы собираем все вместе, пробуждаем грахи, пробуждаем раши и описываем свои ощущения. И сейчас идет курс раши. Но там и грахи нужно чувствовать, потому что мы описываем сочетание каждой грахи с каждым раши. Нам нужно прочувствовать суть грахи. Нам нужно прочувствовать функции, значения, возможности каждого раши. Потом поместить граху в раши и получить совокупное, как бы объединенное ощущение. Это будет состояние грахи. И это труднее, чем просто прочувствовать граху, но гораздо более интереснее, эффективнее, и мы находим в карте рождения уже дополнительные аспекты. А как каждая граха себя чувствует? Вот, когда мы говорим, что у вас шани сильный, сосредоточенный, ну, не уверенный в себе, а как бы трудолюбивый, сконцентрированный, умеющий сдерживать себя и дающий, потому что он хорошо себя чувствует в этом месте. Он находится в уместном для себя функции. Он находится в том месте пространства, где у него хорошие ощущения, хорошее самочувствие, и поэтому он себя сможет эффективно проявить. И откуда я это знаю? Я же не вспоминаю никакие книги конспекты, просто чувствую значение или функцию раши, чувствую суть грахи, помещаю вместе, соединяю ощущения, и выходит ощущение, которое является ответом, описывающим эту ситуацию. Да, детям мороженое, а женщинам цветы. И смотри, не перепутай. И поэтому, да, интеллект нужно иметь очень совершенный, очень отточенный, прекрасную память, чтобы не путать. Вот поэтому, когда говорят, что есть такое выражение, человеку свойственно ошибаться, имеется в виду интеллект. Интеллекту человека свойственно ошибаться. Да, прямое восприятие, непосредственный опыт или йогический, мистический подход. Он написан еще в йога-сутрах Патанджали, то есть это довольно древнейшая, одна из древнейших технологий получения знаний. Да, это субъективная наука. Ну, как еда. Она всегда вкусная, но вкусная по-разному. То есть есть одна суть, она неизменна, но она проявляется по-разному. Поэтому будут изменения в трактовках по разным причинам. И тот, кто говорит на основании опыта, он их прочувствует и скажет правильными. Вот если вы научились ездить на велосипеде, вы не можете это разучиться и забыть, потому что вы едете нелогически. Вы прочувствовали, поймали это состояние ощущения, вы это прочувствовали, и это ощущение нельзя потерять. А если вы запомнили, как ехать, логика интеллектом, вы можете забыть и перестать ехать. Поэтому есть такое выражение: то, что вы запомнили, вы можете забыть. То, что вы почувствовали, вы уже никогда не забудете. Это опыт, он останется в вас, он даже вашим детям перейдет. То есть наши дети будут знать грахи, потому что этот опыт находится у нас. Ну, скажу, там кто-то в генах или в родовой памяти. Поэтому то, что мы прочувствовали, забыть нельзя. И где-то оно там сидит, и в нужный момент оно выйдет само по себе. Или благодаря нашему, вследствие нашего обращения, призыва, или само по себе. Но это там сидит. А то, что запомнено, можно забыть. И поэтому, как говорится, что вот грахи нужно прочувствовать, и вы это не забудете. И не надо их запоминать. Вы были на курсе, может быть, давно, я не знаю, в каком году, сколько лет, но вы их прочувствовали, и это знание останется у вас. Это опыт, это ощущение, и вы не сможете это забыть. И когда нужно, вы это достанете. Или они сами будут приходить, когда вы даже их не звали, какую-то ситуацию увидите, там и явная какая-то граха, сила, ее суть проявляется, вы скажете: вот, так это же она. Это будет спонтанно, естественно и правильно. У нас будет еще одна, вторая консультация сегодня. То, как он себя чувствует, важнее, в каком раше он находится. Поэтому напишите, в каком он раше, и я скажу, что он чувствует. А то, в какой он бхаве, восьмой бхаве, больше показывает, что он делает. Пока пишут раши, что он делает в восьмой бхаве? Бережет нас, делает нас внимательными, осторожными. У нас будет меньше неожиданных событий, несчастных случаев, травм, особенно если каких-то других нет негативных влияний. То есть в контексте выживания, инстинктов, в какой-то мере безопасности, резких событий, не дай бог, резких болезней, как они там называются, забыл, травм, у нас должно быть меньше. Он нас будет сдерживать, давать нам терпение, внимательность, осторожность. И поэтому шани в восьмой бхаве хорошо функционально по действиям, по результатам во внешней жизни восьмой бхавы. Вот. Но самочувствие надо исходить из того, в какой раш он попал, то есть в какой функциональный уровень находится.
10-й раши Макара. Ну хорошо он себя чувствует, он у себя на месте. Это как вот эффективный рабочий на конвейере. Он не устает, много работает, он там трудолюбивый, эффективный. Он себя чувствует хорошо. Он не просто у себя в раше, он, будучи непарной, то есть парной женской грахой, находится в женском раше. И поэтому как вот заслуженный работник завода на доске почета, как мастер операционной деятельности. Операционная не в смысле финансовой, а выполняет операции. Чувствует себя хорошо. Поэтому хорошая комбинация. Он и в хорошем месте, в смысле он эффективен в 8-й бхаве и может в эту сферу принести уменьшение каких-то неожиданных, портящих жизнь событий, ситуаций. 8-я бхава — это и ранхра бхава, и ситхи бхава. Она показывает и способности, и слабости. И поэтому вот поймите меня, у человека, допустим, терпение, медлительность могут быть и сверхспособностями ситхи, и сверхслабостями ранхра. Как это может сочетаться? Это реально сочетается, потому что эта бхава показывает и то, и то. То есть, что такое способность к терпению, как, талант? Иногда быть терпеливым там, где не могут другие терпеливы быть. И терпеть то, что другие не могут терпеть. Быть настолько настойчивым там, где другие теряют настойчивость. Быть упорным там, где другие уже потеряли упорство. Это сверхспособность. А сверхслабость или опасность, уязвимость, ранхра — это когда я могу терпеть то, что не надо терпеть. Это опасность. Да, вот одновременно две противоположности, и интеллект не может их сочетать. Так, хороший слух — это хорошо или плохо? Я говорю, это их сверхспособность, их сверхслабость. Интеллект не может понять, как это может быть? Легко. Громкие звуки для хорошего слуха, они просто его портят, делают его больным, напрягают, утомляют. И тогда это сверхуязвимость. А тонкие звуки, которые другие не слышат, я слышу. И тогда это сверхспособность. Вот соединение двух противоположностей. Угу. Да. Я чувствую то, что я бы не хотел чувствовать. А я это чувствую. И я не могу закрыться, я не могу отключиться, я не могу поставить, что там ставят, шилд, заслон, да, то есть, да, даже я через это чувствую. То есть оно проходит мое восприятие. Вот, поэтому все хорошо, единственная опасность перепроверить, чтобы я терпел то, что не нужно терпеть, чтобы я не был настойчивым там, где не нужно быть настойчивым. Вот, такое испытание интересное. Все просто. Знание должно быть простым. То есть это вот одна из величайших фраз Махариши. Знание должно быть простым. Даже для вас эксперимент, нам нужно знать результаты эксперимента над зрителями. И, наверное, одесским напутствием, чтобы вы были здоровы, я не отделаюсь. Нужно более серьезное, да? Напутствие. Мы ищем, как вот сегодня в конце нашего общения и открытой консультации мы заметили, мы ищем объемное, трудное, сложное знание. Чего-то мы хотим много. Через большое применение интеллекта, памяти, через проверку на логику. Вот. Но часто ответы, источники знания находятся очень близко возле нас. Они просты. И мы думаем, не может быть так все просто. Вот. Поэтому, если чего-то много, оно сложное, то, скорее всего, это не знание, а информация. И вы можете в этом запутаться, неправильно применить, не унести, не поднять и бросить. Вот. А ищите что-то очевидное, естественное, ясное. Вот. Ясное, очень важный критерий. Чистое, светлое. Вот. И тогда, как минимум, это будет что-то более светлое, более высокое. Вот. И если это источники знания, они должны быть простыми и естественными. Как вот мое состояние «я есть», «я существую». Оно простое и естественное. И это сурья. Мое тело, оно природное, простое и естественное. И это 12 раш. Точно так же другие, кажутся сложными какие-то факторы, как грахи, раши, бхавы, комбинации, юти, соединения, даши. Это следствие каких-то простых состояний. Осознание «я есть», простых ощущений, моих способностей и функций.
Вот. И тогда такое знание его можно очень эффективно освоить за короткое время. Вот такое напутствие будет на сегодня. Тогда на этом завершаем. Благодарность зрителям за их понимание, участие, активность вы сказали. Я благодарю организаторов за организацию. И, как обычно, самая большая благодарность моему наставнику и учителю Олегу Бокачеву. До следующей встречи. Приходите еще, пишите, спрашивайте. Вот, спрашивайте, и вам ответят. До свидания.